Дорогие друзья, если кто понимает в иконописи что-нибудь и разбирается в старинных иконах, одну секунду, то прекрасно поняли, что перед ними старинная икона. Век, не могу сказать сама какой. Вот видите, вот потреснувшись. Вот. Сейчас я вам покажу. Говорят, что это была позолоченная медь или латунь. Они сами точно не помнят. Вот. Оборванные. Но интересна история этой иконы. Это не одна икона, тут две. Все-таки мне отправили. Знаете, что странно? Я, когда была дома, я не нашла их. Я перед отъездом их положила в такое укромное место, специально закрыла, потому что я не знала, куда еду, я не могла. Они тяжелые довольно, я не могла их привезти. Я еще сама не была уверена, останусь я здесь, что будет в моей жизни и так далее. Поэтому я оставила дома. Потом я своим много раз говорила, чтобы они поискали, но не могли найти, вот как ни странно. И тут случайно наткнулись во время уборки, наткнулись. Они как-то нашлись сами по себе, представляете? Хотя вроде все время были там. Видимо, пришло время, видимо, какой-то новый этап в моей жизни, и поэтому они нашлись. Хочу вам сказать, что это черная икона. Это не просто икона, это черная икона ведьмы. Смотрите, видите, вот тут оборванное все. И ведьму эту звали Просковья по рождению, а вообще Параскева. На старый русский лад ее называли Параскева. Вы знаете, за мою жизнь мне встречались уникальные люди, о которых, может быть, другие мечтали бы увидеть их, поговорить с ними. Человек, который передал мне эту икону, это икона его матери. А та, в свою очередь, получила от своей бабки. Икона эта черная, для черных дел. Я вам уже говорила, что ведьмы могут направить христианский эгрегор на свои дела. Например, наказание своих врагов. И вот эта икона полностью направлена, ее энергетика совершенно в другое русло. Здесь великомученики. И великомученики, которые наказывают врагов. То есть, о великомученики, как вы мучились, замучились. Помните мою работу? Так пусть мучаются и замучаются мои враги и все, кто против меня идет. Да будет их участь такая же страшная и смертельная, как ваша была. С другой стороны, великомученики мучились, измучились. Возьмите мучения с такого-то, такого-то человека, заберите. Отмучился он, отпустите его от мучения его, а мучения свои берите себе. Одним мучением меньше, одним больше. Вам не привыкать. Вот. Звали эту женщину Параскева. Жила она в городе, городок Удомель, Тверская область, недалеко от Кашина. Так вот, этой иконой Параскева наказывала своих врагов. Призывала на их головы всякие мучения, всякие бедствия, дорогие друзья. Когда я познакомилась с ее сыном, ее уже не было в живых, звали этого человека Макарий. Его называли дед Макарий все. Он был знахарь. История их рода очень интересна. Дело в том, что его мать
была родом от, скажем так, татарских князей, которые приняли православие, в общем, обрусели. Но она была такая чернявая женщина, по рассказам его, темненькая, с очень сильным, жестким характером, как присущий восточной женщине, да, строгий человек. И ее бабки, прабабки занимались колдовством. А семья Макария, они были травники, знахари, скажем так, как они называли себя, православные целители. Хотя он сам по себе, я бы не сказала, что он был такой верующий человек. Он был, наверное, он больше в мать пошел. Он был очень, равнодушно он ровно относился ко всему этому. Но пошел все-таки он по стопам своей бабушки по отцовской ветке и стал знахарем. И поскольку он тоже наказывал своих врагов, но у него были свои методы, вот эти, скажем, атрибуты матери он хранил. Единственное, что он доверил, вот эту вот икону черную и две такие старинного типа или старинные талисманы, обереги. Один талисман я подарила женщине одной, с которой мы дружили, которая, собственно, тоже повела себя не очень. Ну, единственное, ей спасибо, рот не открыла, ничего грязного не сказала, просто отошла в сторону. Уже можно уважать людей, хотя бы, я всегда говорила, дружба может закончиться, дружба может изжить себя. Научитесь заканчивать дружбу достойно. Понимаете? Уйти из дружбы и нагадить – это разные вещи. Так вот, она ушла из дружбы, ну и как бы до свидания. Я тогда ей была невыгодна. Когда я уже стала выгодна, когда меня уже начали узнавать, она несколько раз мне писала, как бы спрашивала, как твои дела. Я ей сказала, что все хорошо, надеюсь, у тебя тоже все прекрасно. Как говорят, если я буду нужен, я там же, где был, когда был не нужен, да? Ну, грош цена такой дружбе на самом деле. Что-то у меня камера тут глючит слегка. Вот этот один оберег я подарила ей, второй оберег я подарила другому человеку, который уходил на спецзадание. Ну, в общем, работал в определенных структурах, и я подарила этому человеку, как хорошему другу, вот этот оберег. И как-то он сказал, что просто невероятно помогает и спасает его из некоторых передряг. Ну и прекрасно, пускай будет у них. Не потому, что я не ценила, наоборот, я всегда дарю лучшее. Я никогда не дарила то, что мне лишнее. Я дарила лучшее и правильно. Вот эти два оберега, там были такие символы, знаки нарисованы, знаете, такие круглые знаки земли и так далее. И вот это вот икона. Дорогие друзья, вот что интересно, мне за жизнь попадались люди, именно практикующие люди, которые и учили меня, и показывали, и говорили разные премудрости, оставляли мне некоторые тетради, знания, очень много чего. Но я всегда думала, что я не буду все равно этим заниматься профессионально. Я для себя просто что-нибудь и так далее. Вот мне все время не хотелось. Как бы меня ни тянули, я думала, я позанимаюсь еще несколько лет, и все. И все, отойду, потому что не хочу, я хочу обычной жизни. Куда уж там. И это все собиралось не случайно. Я теперь это понимаю, понимаете? Так вот, вот эти иконы, мои черные иконы, которые нашлись, это единственные иконы, которые можно показывать вам. Вторую нельзя, там еще несколько. Но они из других мест по разное время были собраны. Вот от деда Макария, который жил в Удомеле, точнее, от ее матери Параскевы, ведьмы, которую называли Черница. И побаивались, я хочу вам сказать. Говорят, на ее могиле трава не растет. Вот до такой степени. Она похоронена специально прям с краю,
с краю вот общей ограды кладбища. Ведьму боятся даже после смерти. Такая у нас судьба. Что поделаешь. А теперь показываю вторую икону. Это для наказания врагов. Это, ну, если кто разбирается, даже через экран прет от нее эта сила. Но она черная. Понимаете, потому что ее использовали в черных целях. Никуда не денешься. А вот это я показывать вам не могу. Нельзя, потому что это черная икона-хранитель. Там черные символы, которые вам непонятны и не нужны. Передала мне это ведьма, черница Василина. Василина Петровна. Сейчас, как у нее? Максакова. Вот фамилия. Видите? Это осталось ей от ее отца. Ее отец был один из сильных колдунов. Они жили на краю деревни, а потом перебрались после Великой Отечественной войны, перебрались в город, потому что отцу предложили там дом, предложили хорошую работу. Он содержал свою семью, но в то время народ, скажем так, бедствовал, особо самим было есть нечего, и надо было как-то прокормить. И вот он перешел на заводе, работал, заодно и свое ремесло не забросил. Но, как ни странно, через некоторое время, через короткое время, то есть несколько лет, они вернулись в село. И за короткое время отец восстановил их хозяйство. Все-таки он вернулся обратно к своему ремеслу и поднялся, потому что тот, у кого есть это ремесло, никогда голодать не будут. Ее отец, воевавший человек, говорят, что он заговаривал солдат от пули, и после войны еще к нему приходили. Петр Максаков. Жили они в Тамбове. Когда моему ребенку было где-то вот 4 года, ну, неполных 4 года, одна из моих знакомых, у которых как бы родственники из Тамбова, по телефону меня познакомила с одной семьей. Там бабушка начала со мной разговаривать. Мы с ней общались. Перезванивались, но тогда связь была дорогая, ну так, не особо могли это себе позволить. Потом она настойчиво попросила внучку позвонить, чтобы я к ней приехала. Что она последний год, дни доживает, и ей нужно срочно меня увидеть. Я работала тогда в школе, я не могла взять отгул, потому что у нас очень было строго. И поскольку у меня сестра врач, я попросила ее подругу взять мне, терапевту, взять мне на несколько дней больничный. Вот она мне оформила на неделю больничный. Пришлось пойти на хитрость, потому что, не могла я ей отказать, я не хотела ее обидеть. Раз уж хотела со мной попрощаться, вот я и поехала. И она мне передала очень много чего. И до этого она мне очень много советовала и говорила, как заговаривать воду, все. Вы думаете, почему мои работы такие сильные и вам помогают? Потому что пронизаны силами ведунов, колдунов, знахарей, тех людей, которые мне встречались. Понимаете? Это их знания, которые я взяла за основу своих работ. Поэтому мои работы такие сильные, уважаемые люди. Так вот, и она передала мне вот эту черную икону своего отца. Она сказала, своим не могу оставить, дуры, говорит, боятся.
Вот так и сказал. Дуры боятся. Оставляю тебе. Но я у нее осталась 3 дня. Она мне не позволила дольше остаться. Буквально, можно сказать, выгнала. Сказала, нет, 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 уезжай. Тебе здесь уже делать нечего. Может, опасалась, что эту икону у меня отберут там. Понимаете? Не знаю. Со снохой были не очень хорошие отношения. И я уехала домой. Вот эта денежная икона, и не только, она сохранная, денежная, много чего у нее, функций много. Вот на основе этих икон я, собственно, и сказала вам, и объяснила о черных иконах, покровителях в том числе. После этого, когда я привезла икону, мне поступило предложение, там очень древние знаки. Там древний знак определенных демонов. Ну, не будем. И мне поступило предложение, попросили меня преподавать в университете. Я поехала туда через некоторое время. В общем, одним словом хочу сказать, что она много в чем мне помогала. А потом я отложила их, когда уезжала в Москву. И вот представляете, я 8 лет почти не касалась их, не видела, не обращалась к ним. И вот сейчас они так вот случайно нашлись. Уже сколько раз просила мне отправить, не могли найти. Они нашлись и отправились мне. Ко мне приехали. Это какой-то знак. Это знак начала чего-то нового в моей жизни. В любом случае. Мои черные иконы 2 моих замечательных ведьм, потому что я считаю, что это икона Параскевы, это не ее сына. Сын к этому не касался и не хотел. Она ждала меня, и она была мне передана. Я много раз вижу этих женщин во снах, в различных ситуациях. Они мне много чего подсказывали, говорили. У меня очень сильная связь, понимаете, дорогие друзья, с силой древних ведьм. У меня очень сильная связь, поэтому, наверное, столько бедствий на мою голову, а все равно я могу преодолеть. Я забыла, не дорассказала, немножко так отвлеклась. Так вот, Параскева была из татарских кровей, но принявших православие. То есть вот обрусевших, скажем так. Насколько она принимала это православие, большой вопрос. Мы знаем, что ведьмы иногда делают вид, что принимают, а живут своей жизнью. Так вот, родители, то есть ее мужа, были против их брака. Ну и с той стороны тоже были против, считали, что они не подходят друг к другу, и они вместе убежали. Они сбежали вместе, и их простили только после того, как вот этот человек по имени Макарий родился на свет. Только тогда 2 семьи простили их за то, что они ослушались. И через некоторое время, когда с той стороны бабушка, кажется, или мать, сейчас точно не помню, умерла, вот все ее вот эти старинные древние вещи, там еще были медвежья лапа, чего только там не было. Ну, естественно, мне передали то, что мне положено было передать. Это все было передано ей. Она этим всем орудовала некоторое время, а потом ушла и оставила сыну. Он решил отдать мне. Доверил мне, и я думаю, что не зря. Все же суждено мне было, как ни крути, как бы я ни пыталась увернуться, но было мне суждено, товарищи, все-таки заняться тем, чем я занимаюсь. Вот, собственно, история этих древних старых икон. И вернулись. Вот эта икона называется «Мученичество врагов» или «Наказание врагов». Но вот не случайно она все-таки чует мое сердце, что оно не просто так ко мне пришло, однако. Да, хотя моим врагам и так не позавидуешь. Как крысы в загоне. Но все равно лишний раз не помешает в хозяйстве. Еще одна, да,
помогающая сила. Всем удачи и всех благ.